Лег пластом у дороги, разметал руки, ноги, его бьют сапогом, его бьют колесом, ему все нипочем, хоть ударь кирпичом. Отгадали загадку? Именно об этом растении пойдет речь в сегодняшнем видео. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Это видео будет состоять из двух частей. В первой части видео я познакомлю вас с орхидеей, на которой я буду тестировать сок этого чудеснейшего растения. Как я уже ранее говорила, это целебное растение произрастает везде, кроме Крайнего Севера. Его нашли даже на островах Антарктиды. Туда его заносят на своих лапках пингвины. Если вам не интересно смотреть на цветение моих орхидей, если вы хотите сразу узнать, что это за растение, для вашего удобства в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему я размещу тайм-коды для удобной навигации по видео. И для того, чтобы вы поняли, почему именно это лекарственное растение, и именно в данном случае я использовала на конкретно взятой орхидее, я расскажу вам кратко историю этого фаленопсиса. И сегодня в первой части видео речь пойдет о фаленопсисе голландских производителей с торговым названием Magic Art. Именно его вы сейчас видите на своих экранах. Фаленопсис в моем уходе с мая 2019 года, то есть 3 года и 2 месяца. Этому сорту уже есть отдельно посвященное видео, и оно хранится в плейлисте «Голландские сортовые орхидеи». В день получения этот фаленопсис был пересажен в керамзит, в котором цвел, прям скажем, скудно, и я решила в эту посадку добавить органики в виде мха. Через верх посадки я убирала тот керамзит, который можно было убрать, и освободившиеся места заполняла мхом. Именно в такой посадке керамзит и мох эта орхидея росла 3 года без пересадки. Росла и очень красиво цвела. Этот сорт фаленопсисов способен цвести круглый год без остановки, пробуждая все новые и новые меристемные почки на своих цветоносах. У фаленопсиса достаточно крупный цветок. В моих условиях размер цветка достигает 10,5 см. Фаленопсис способен к пышному цветению круглый год, независимо от того, зима сейчас или лето. Цветонос длинный, разветвленный до 1 метра длиной, прекрасно поддается формированию. Я формировала этот цветонос дугой, в виде дерева вверх и любыми другими вариациями. Сорт не капризный, не требующий к себе особого внимания и не ароматный. В общем, совершенно чудесный и неприхотливый сорт, который подходит даже новичкам. Поскольку сорт постоянно цветет и зимой, и летом, со временем на него перестаешь обращать пристальное внимание, и поэтому именно такие сорта редко фигурируют в отдельных видео. Сегодня мы исправим этот недочет, я покажу вам несколько цветений этого фаленопсиса, зимних и летних, и расскажу о том поводе, благодаря которому мне пришлось протестировать целебное растение на этой орхидее. Сейчас на ваших экранах весеннее цветение 2021 года. Именно это цветение фигурировало в прошлом полном видео об этом сорте. Цветонос был сформирован в форме дуги, от которой шли последовательно расположенные каскады. Каждый отдельно взятый распустившийся цветок держится на орхидее порядка 5-6 месяцев, после чего опадает. Одновременно с этим пробуждаются новые меристемные почки на цветоносах, и цветение продолжается.
Запомните, как цветет эта орхидея в конце марта прошлого года, потому что буквально через несколько секунд вы увидите уже летнее цветение этой орхидеи на этих же цветоносах. Если вдруг вы в первый раз на этом канале, я расскажу вам, что вот такие цветения достигаются в моих условиях и при моем уходе без использования химически синтезированных удобрений, стимуляторов, активаторов и других средств ухода за орхидеями. Только свет, воздух и вода и натуральные средства, дарованные нам самой природой. И вот весна закончилась, началось жаркое лето, а Magic Art продолжил цвести на тех же самых цветоносах. Форма цветения, конечно же, видоизменилась, и теперь Magic Art выглядел как дерево, буквально от субстрата и на метр в высоту это дерево смотрелось необыкновенно красиво. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На ваших экранах середина октября прошлого года, а Magic Art все цветет и цветет. И снова другая форма цветоноса, теперь он сформирован в виде шляпки гриба. Этот сорт очень расположен к мутации цветка. В моей практике встречались трилипсы, цветы с несколькими колонками, с несколькими петалиями и сепалиями, любые мутации зачастую очень даже неприятные. А вот и мутированный цветок зимнего 2022 года цветения. Достаточно приятная мутация с заостренными краями петалей и более ярко окрашенными. Весна, лето и уже зима этого года и начало нового цветения фаленопсиса Magic Art. Зимой солнце светит совершенно иначе, и на северо-восточную сторону моей квартиры не заходит совсем. И сейчас вы видите зимние съемки этого года на юго-восточной стороне. Там солнце зимой в избытке, и оно освещает буквально всю комнату целиком. Цветоносы Magic Art продолжают и формироваться, и распускаться. Все одновременно. На каком-то этапе я уже перестаю фиксировать цветение Magic Art индивидуально. Столько много орхидей цветет, что каждой уделить пристальное внимание просто невозможно. Вот посмотрите сейчас на свои экраны. В кадре всего около 10 орхидей, причем далеко не самых обильно цветущих в моей коллекции. Тем не менее, это уже какая-то поляна орхидей. Итак, на групповом видео мы видим Magic Art в конце февраля, еще не в полном распуске. Ну а теперь у меня и вовсе сложилось впечатление, что я перестала снимать Magic Art индивидуально, а он лишь был фоном для съемок других сортов орхидей. Тем не менее, уже середина марта, то есть началась весна 2022 года, а это значит, что близится то время, когда произошло ЧП, и началась та самая полоса непонятных неудач, которая преследовала меня до недавнего времени. Весеннее солнце, вернувшееся на северо-восточную сторону, стало припекать, и окно все чаще и чаще открывалось. В один из ветреных дней упали 2 шифлеры и, как в боулинге кеглями, снесли большинство моих орхидей, которые находились на этом подоконнике. Как говорится, чем больше шкаф, тем громче он падает. И если маленькие орхидеи при падении пострадали не очень сильно, то большие орхидеи, упав, сломали и свои цветоносы, и свои листовые массы. Не всегда при падении проблема видна невооруженным взглядом. Часто у орхидей случаются, так сказать, закрытые переломы. А еще после падения орхидеи впадают в состояние стресса.
и это часто бывает настоящей проблемой. В общем, после падения Magic Art начал стремительно терять листья. Они очень быстро пожелтели и опали. Вот все, что осталось от некогда пышной розетки. 2 вызревших листа и новый молодой растущий листик. Оставлять орхидею в таком состоянии весной в старой посадке, которой уже 3 года, не имело никакого смысла. И я решила этот фаленопсис разделить. Более подробно процесс деления мы посмотрим в следующем видео, но именно для адаптации фаленопсиса после деления я и решила применить этот чудодейственный сок великолепного лекарственного растения. Чистый сок этого лекарственного растения я применяла первый раз в своей практике. Тем не менее, я получила тот результат, который ожидала. Плюс бонусом был еще один побочный результат, который меня просто ошеломил. Итак, друзья, подорожник большой, семейство подорожниковых. Народные названия: ранник, порезник, чирьевая трава, бабка. Это многолетнее травянистое растение с розеткой прикорневых листьев. Листья черешковые, яйцевидные, с 3-9 продольными жилками. Цветы мелкие, невзрачные, собраны в колосовидное соцветие. Плод – коробочка с немногими семенами. Русские названия подорожник, попутчик связаны с местообитанием его у дорог. Другая группа названий – порезник, ранник – даны растению за ярко выраженные ранозаживляющие свойства. О применении подорожника в медицине известно не менее 2000 лет. Его употребляли Гиппократ и Гален, а Авиаценна считал, что подорожник чрезвычайно хорош для язв. Листья его вяжут, они препятствуют кровотечению, а будучи высушены, способствуют заживлению застарелых и свежих язв. Для лечебных целей заготавливают листья и семена подорожника. Листья содержат полисахаридные соединения, слизь, иридоидные гликозиды, стероидные сапонины, горечи и дубильные вещества, а также каротин, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, К, флавоноиды и ферменты. Подорожник концентрирует медь, железо, цинк, молибден, барий и хром. Подорожник признан официальной медициной, поэтому препараты из подорожника, а также его сок можно приобрести в аптеках. Сок подорожника – это отличное средство профилактики заболеваний сердца. Он эффективен при неврозах, имеет тонизирующие свойства, снижает холестерин, артериальное давление и способен подавлять рост патогенного стафилококка, гемолитического стрептокока и синегнойной палочки. Поэтому наружно им лечат фурункулы, отеки после ушибов, дерматиты и последствия укусов насекомых. Противомикробные, бактерицидные и кровоостанавливающие свойства листьев подорожника известны каждому из нас с детства. Все эти свойства обусловливают регенерирующий эффект от использования сока подорожника. Именно регенерирующие свойства подорожника я хотела использовать на фаленопсисе Magic Art после его деления. И я решила приготовить сок подорожника. Для этого я промыла листья подорожника и разместила их в чаше погружного блендера. Не зря в народе подорожник называют семижильником. В листьях действительно очень много жил, и все эти жилы застревают в ножах погружного блендера. Тем не менее, измельченная мякоть листа получается достаточно сочной, и с помощью фильтр-пакетов мне удалось отжать большое количество сока.
Если у вас нет фильтра пакетов, вы вполне можете использовать традиционную марлю или любую другую ткань с хлопчатобумажным составом. Вот такой натуральный 100% сок подорожника у меня получился в итоге. Оставшийся от приготовления сока жмых можно использовать в дальнейшем. Из него можно сделать настой. Просто добавьте к этому жмыху кипяченую воду и настаивайте его 12 часов. Сок я храню в холодильнике в маленьких баночках объемом 50 мл. Кровоостанавливающие свойства сока подорожника мне удалось проверить на себе в тот же день. Очищая ножи погружного блендера от остатков подорожника, я не выключила блендер из сети, и он включился, изрубив мне 2 пальца на левой руке. Кровь никак не хотела останавливаться, пока я не додумалась поместить оба эти пальца в баночку с соком подорожника. Достался сок подорожника и фаленопсису Magic Art, ради которого все это и затевалось. 100% неразбавленным свежим соком подорожника с помощью кисточки я смазала все листья фаленопсиса Magic Art и залила сок в центр розетки. Как многие из вас знают, это мой излюбленный способ лечения орхидей через центр розетки. Именно туда я заливаю сок толстянки, сок подорожника или сок алоэ. С тех пор прошло 3 недели, и результат уже очень хорошо виден. Результат меня просто ошеломил. Процесс деления орхидеи, все, что я делала в течение 3 недель, и конечный результат мы очень подробно рассмотрим в следующем видео. Здесь же я только скажу о бонусном эффекте от сока подорожника. Такой бонус меня не просто ошеломил, он меня шокировал. На цветоносах Magic Art пробудилось сразу 8 меристемных почек. Такого просто не может быть, скажете вы, от обыкновенного подорожника. Может, друзья, может, еще и не такое бывает. Натуральные природные средства, использованные на орхидеях, способны творить чудеса. И если вы ничего не знаете об этом, пройдите в плейлист «Целебные снадобья для орхидей». В нем вы найдете множество рецептов использования натуральных природных средств, трав, настоев и настоек на наших любимых орхидеях. Ссылку на этот плейлист я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Итак, в следующем видео мы рассмотрим процесс деления этой орхидеи, посадки верхней части орхидеи в новый субстрат на фитиль и рассмотрим весь процесс адаптации этой орхидеи после деления и до получения вот этого великолепного результата. Ну а пока под вновь начинающееся летнее цветение фаленопсиса жар-птица или Firebird, я напомню вам, что 18 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.